Всем привет! С вами Марк, и это второе видео про Xperia 1 Mark III. В прошлом ролике мы с вами рассмотрели много нюансов, которые бросаются в глаза с первых минут знакомства с аппаратом. Но время идет, вау-эффект отпускает, и начинаются серые будни, и можно составить адекватное впечатление про аппарат. В этом ролике мы с вами более подробно рассмотрим фото и видео потенциал данного прибора, также два пикантных вопроса. На какой яркости и как сильно начинает мерцать OLED-экран данного самурая? И второе, поднялась ли яркость у фонарика? Итак, обо всем по порядку, поехали! Значит, вот мы приехали на пляж, сейчас осмотримся, выберем место, где фоткаться и приступим. Вообще до этого я серийкой на своем фотике пользовался крайне редко, потому что обычно я снимаю в RAW, люблю из каждого кадра максимальное качество извлекать своими руками. Но, к сожалению, серийка в RAW отправляет фотик спать уже после 7 кадров. Это очень мало. Тем временем Mark III может щелкать хоть до полного заполнения внутренней памяти. Вполне закономерно, что с кропнутой матрицы Fuji можно извлечь гораздо более высокое качество. Но если переключить фотик в режим JPEG, то пропасть в качестве и скорострельности начинает сокращаться. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Попытка номер 2. Вчера мы сгоняли на пляж вечером, но оказалось слишком поздно. Шумов слишком много на фотках, и выдержки не хватает, поэтому мы сейчас идем на пляж снова, на часах 8 утра. Я надеюсь, что мы всех вас порадуем классными фотками с хорошим светом. Какие же удобства предлагает камера? Начнем с крутилки режимов. Это у нас, значит, стандарт. Low – это медленная серийка. High – это быстрая серийка. Мы будем снимать в быстрой. Далее у нас крутилка скорости затвора. Снимать мы будем в 1/250. Видите, как все легко. Просто крутнул и сразу готово. Далее это у нас чисто фуджевская фишка. Полный авторежим. Это у нас крутилка экспозиции. Все очень удобно. Зум у нас делается вот так. Тоже очень легко. И, конечно же, у нас вот это вот фокус ручной, следящий и режим одного кадра. То есть, когда вы наполовину нажимаете на клавишу затвора, у нас происходит фокусировка. В режиме S, в режиме C она у нас постоянная. Ну вот как-то так. Значит, что же предлагает нам телефон? Значит, включается камера фирменным нажатием на клавишу. Вот у нас крутилка режимов. Приоритет скорости затвора, хорошо. Далее у нас автофокус. Нет, сделаем сначала непрерывную съемку высокую. У нас недоступна высокая. Посмотрите, она у нас доступна только на 24-мм объективе. Но мы будем снимать с зумом, поэтому придется обойтись низкой скоростью. Но 10 кадров в секунду это тоже достаточно высоко на самом деле, поэтому не обольщайтесь. И автофокус постоянный. Ну, в принципе, как-то вот так. Я бы не сказал, что это сильно неудобно тыкать пальцами вместо того, чтобы крутить. Все равно работа пальцами осуществляется. Ну и у меня на фуджике нет вот такого вот сенсорного экрана, поэтому я не могу выбрать объект. Посмотрим, кто кого. Я нахожусь на очень ярком пляжном свету, и телефон мне хорошо видно. Кто жаловался, что экран плохо видно на свету, ваши просьбы были услышаны. Наконец-то с телефоном можно работать в ярком солнечном свете. Если что, я нахожусь на тропическом острове, и здесь солнце действительно очень яркое, так что можете мне поверить. Экран хорошо читается даже в очках. Приступим.
описании к этому ролику я оставлю ссылку, по которой вы сможете скачать оригиналы всех использованных в данном ролике материалов, всех фоток и видео, чтобы вы могли самостоятельно у себя, не спеша, дома на компьютере посмотреть и убедиться, что я ничего не приукрасил, ничего не переврал. Okay. Maybe this way. Okay, can you jump? Jump. Okay. Here. Run along the beach, okay? Okay, at me. Go. And now wide angle. Через несколько секунд телефон выдаст сообщение о том, что он перегрелся, но лично я не заметил, чтобы это повлияло на что-то кроме яркости экрана. Okay. При помощи известных ухищрений на старые флагманы Sony все еще можно получить некоторое преимущество по детализации. К сожалению, отставание по динамическому диапазону при этом будет невероятным. Сравнивая камеры актуальных флагманов Sony и Huawei, я оказался в тупике, если честно. Я не знаю, как их можно сравнивать в лоб, они слишком разные. Со мной можно не согласиться, но мне вообще не зашел набор фокусных на Huawei. На эти телевики вообще никакого адекватного видео снять не получится, что еще раз доказывает, что длиннее и больше не всегда значит лучше. Еще я удивился двум вещам. Почему-то ультраширик у Huawei уже, чем у Sony. И как-то так вышло, что Sony превзошла Huawei по динамическому диапазону. Однако нахваливать Sony я здесь тоже не буду, потому что очевидно, что она слегка краснит и сильно уступает Huawei по детализации. Что меня особенно позабавило, так это китайская фронталка. Конечно же, все эти украшайзеры легко отключаются, но то, во что они превратили мою лысую голову, это просто смех какой-то, ужасно смотреть. И на фоне этого цирка Sony смотрится достойно. И чтобы вы не думали, что Sony кому-то там уступает по фото-видеосъемке, я вас умоляю. На этот смартфон можно снимать отличные фото, и сейчас я вам это еще раз докажу. В следующих 4 парах просто подумайте и ответьте себе на вопрос. Если бы вы не видели парного снимка с Fuji, подумали ли бы вы, что снимок с Соньки плохой? Поговорим с вами о качестве видеосъемки. И перед тем, как мы начнем, я хотел бы задать один вопрос. Чем отличается хорошее видео от плохого? Чем отличается хорошо поставленный кадр от плохого? Хорошо освещенный кадр от плохо освещенного кадра? Если вы смотрите YouTube давно, то вы, наверное, заметили, что во многих роликах блогеры предпочитают снимать себя в темных комнатах с хорошо поставленным светом. Просто подумайте, они снимают себя на дорогие камеры. Почему бы им не снимать себя на iPhone, который вытаскивает динамический диапазон там, где это почти невозможно? Почему бы им не снимать себя на какой-нибудь Huawei? Но нет, они снимают на камеры с хорошо поставленным светом. В общем-то, вот так выглядит футаж на фронтальную камеру. Сами можете оценить динамический диапазон, стабилизацию, цвет. Давайте посмотрим основную камеру. Вот такая стабилизация, цвет, динамический диапазон.
качество звука. Вообще все очень хорошо в данном смартфоне. Вся проблема в том, что многие люди ожидают, что телефон должен делать то, чего на самом деле он не должен. Если вы внимательно изучите вопрос видеосъемки, вы обнаружите, что на самом деле очень многое зависит от подготовки. И Sony действительно понимают, что если бы вы подготовились, у вас бы получилось гораздо лучше, чем если бы вы снимали на iPhone без подготовки. Есть, конечно, недостатки в том, что динамический диапазон не такой серьезный. Нет возможности переключаться между модулями во время съемки. Цифровой зум вот какой-то слабенький. Да, можно согласиться с тем, что это далеко не самый флагманский уровень. Давайте переключимся на основную камеру. Но что на самом деле так важно в телефоне? Видеосъемка? Дизайн? Что вам нужно от телефона? Некоторые люди покупают iPhone просто за яблочко. Я бы купил Sony за плоский экран, без вырезов. И то, что в нем не такая крутая видеосъемка по динамическому диапазону, я бы ему простил. То, что нельзя переключаться между модулями, легко решается подготовкой. Вы можете сами прекрасно спланировать, что и как вы хотите снять. Давайте переключимся на телевик. Мне очень нравится, как телевик моет задник. Стабилизация вполне нормальная, если вести двумя руками телефон. Давайте переключимся на второе положение телевика. Здесь тряска заметна куда больше. Телефон нужно вести максимально плавно. Зато посмотрите, как приятно размывается задник. Это превосходно. В этом телефоне также есть режим HDR. В прошлый раз я приложил видео в HDR, и многие люди жаловались, что слишком дерганое видео. Я вам скажу, почему оно дерганое. Потому что оно идет в 24 кадрах в секунду. Если мы снимаем в такой яркий солнечный день, при 24 кадрах в секунду, на каждый кадр, конечно же, будет больше качества. Но также у нас будет вторая проблема. Из-за короткой выдержки каждый кадр будет короче, чем расстояние между кадрами. То есть у нас будут выдержки в такой яркий солнечный день примерно 1/1000, 1/2000, а кадров всего 24. Чтобы это смотрелось нормально, необходимо купить ND-фильтр. После того, как вы нацепите на свой телефон ND-фильтр, выдержка удлинится и станет вменяемой, и расстояние между кадрами будет не таким большим. Если вы сможете снимать с выдержкой 1.48, как это делается в кино, тогда у вас будет максимально плавная, очень приятная киношная картинка. Переключимся на телевик. Вот сейчас, когда телефон сильно нагрелся, экран стал тусклее, и мне стало тяжело рассматривать, что я снимаю. Аж только сейчас, под ярким солнечным светом, после того, как я почти это все видео снял. Давайте переключимся на второе положение телевика. Несмотря на то, что телефон жалуется, он продолжает снимать. И если честно, он начинает достаточно сильно нагревать мне пальцы. Я бы не сказал, что обжигает пальцы, но да, становится некомфортно. Очень приятно моет задник все-таки камера. Давайте остановимся, переведем дыхание. Я, если честно, сейчас удивлен не меньше вашего лагом видоискателя на записи с экрана. Почему я удивлен, спросите? Да потому что я своими глазами никаких лагов на экране во время записи этого видео не наблюдал. Давайте прорезюмируем. Значит, телефон перегрелся,
начал жаловаться, что какие-то функции будут отключены. Какие, я не понял, потому что квадратик на лице девушки остался, то есть автофокус у нас продолжил работать даже во время перегрева. Единственное, на тот момент, что я заметил, что яркость экрана понизилась. Это нормально, то есть телефоны занижают яркость экрана при перегреве, потому что экран тоже сильно нагревается, если он работает на максимальной яркости. Единственное, по сути, что у нас пострадало, это запись экрана, в ней выпавшие кадры и логодром, которого своими глазами, я повторюсь, я не наблюдал во время этого всего мероприятия. То есть телефон, в принципе, правильно расставил приоритеты, потому что в случае вот с более старыми аппаратами, XZ Premium, на которых я все предыдущие свои ролики снимал, если он перегрелся, это все, это конец, у вас будет жуткий логодром, половина кадров будут выпавшие. В данном случае мы получили с вами нормальный материал, с которым можно работать, минимум брака, то есть единственное, что пострадало, это запись экрана. В принципе, я доволен. А теперь давайте посмотрим сравнение стоковой камеры против Mac Pro 24 FPS. Что можно выжать? Можно ли получить больше качества, если снимать сторонним софтом? 120 кадров в секунду. Вот так пишет видео. Кадров в секунду на Mac Pro 24 FPS. Кадров в секунду на сток. Сток не HDR. Сток HDR. Кадров в секунду, 10 бит HDR, Mac Pro 24 FPS. Ширик сток. Ширик сток HDR. Ширик 10 бит HDR. Сток, телевик. Сток, телевик HDR. Телевик. Mac Pro 24 FPS. Зум на телевике. Цифровой. Второе положение телевика.
Второе положение телевика HDR. Большинство людей считает, что айфоны превосходят Android-флагманы по видеосъемке. Вопрос даже не в качестве. Я бы назвал две причины, по которых это действительно так. Начнем с технического вопроса. На айфонах все сторонние приложения для фото и видеосъемки имеют полноценные доступы ко всем модулям камер и ручные настройки экспозиции на каждом из них. То есть у нас есть ширик, основная, телевик, даже фронталка, и на каждом из этих модулей вы можете иметь полноценные ручные настройки. Это здорово, на Android флагманах не так. То у нас нет доступа к каким-то модулям камер, то нет доступа к полноценному разрешению на Quad-Bayer сенсорах, то нет доступа к ручным настройкам баланса белого. Например, на Xperia 1 Mark III нет ручного баланса белого на ширике, телевике и на фронталке. Это проблема. Также на Xperia 1 Mark III нет доступа ко второму положению телевика. Оно реализовано через какие-то проприетарные костыли. Вторая причина заключается в продуманности и практичности принятых инженерами Apple решений. Посудите сами, все три модуля на iPhone максимально синхронизированы между собой по цвету, фактуре, разрешению и всем остальным параметрам. Точно так же поступили инженера Sony. Все три модуля дают вам одинаковую картинку. Также четвертый модуль — это второе положение зума. И фокусное расстояние. Они гораздо более практичны на iPhone. Чтобы снимать людей, вам не нужен 10 и 100-кратный зум. Чаще всего вы находитесь в парке, в офисе, дома, с близкими друзьями, с семьей, с детьми, с женой. И снимать людей на 100-кратный зум просто невозможно. Это бессмыслица. Поэтому, несмотря на все, скажем, даже серьезные для многих людей недостатки Xperia 1 Mark III по фото и видео части, к сожалению, альтернатив в мире Android я их не вижу. Поэтому, как бы странно это ни звучало, Xperia 1 Mark III подходит для съемки повседневной жизни гораздо больше, чем другие флагманы на Android. Но давайте на этом уже закругляться. Хватит про камеру, я вам в начале ролика обещал небольшой бонус. Яркость фонарика. Пикантный вопрос. Поднялась ли она вместе с яркостью экрана и громкостью динамиков? Давайте выясним вместе. По таким жестам посередине экрана мы вытащим шторку, включим фонарик и посмотрим. Понять, ярко это или нет, нам поможет iPhone SE. Вот у меня есть iPhone SE. Оценим. У iPhone есть 4 уровня яркости. Sony нам такой радости не позволяет. Начинает уже теряться на фоне айфона. Давайте посмотрим уровень 3. И просто для протокола последний уровень яркости на айфоне. Справедливости ради, я должен вам показать еще кое-что. Вот у меня на старичке Exe Premium есть мод Exe1C Flashlight мод. Для него, конечно же, нужен root, потому что это Magisk, но при помощи этого мода можно значительно поднять яркость подсветки. Примерно равна второму положению на айфоне. Как-то так. Я, конечно, вас не агитирую бросаться, рутировать свой телефон, но если этот аппарат вам нравится и яркость фонарика единственное, что вас останавливает от его покупки, может быть, стоит задуматься о том, чтобы этот телефон в будущем рутнуть. Кстати, в нескольких обзорах я уже видел, что обзорщики не смогли разобраться, как отключить поисковую строку. Удерживаем на рабочем столе и выключаем. Все. Буквально 5 секунд это отнимает. Как в этом не разобраться? Не понимаю. Шим. Хорошо, если вы к нему не чувствительны. Но есть очень много людей, которые ощущают мерцание OLED-экранов. К счастью, мы можем разобраться в том, на какой яркости экран начинает мерцать, даже без дорогостоящих приборов. Я просто начну понижать яркость, а вы смотрите на экран. Сейчас где-то 75% яркости, 66% яркости, где-то 50% яркости, и начинается вакханалия. Давайте понизим еще, плавненько.
Сейчас где-то треть, четверть. Плавно понизим до конца. Если честно, наблюдаю экран глазами, яркость регулируется не плавно, а пошагово. Очень интересно. Я думаю, Sony поступили таким образом для того, чтобы скрыть или, скажем проще, упростить калибровку цвета, потому что на OLED-экранах цвет работает иначе, чем на IPS-экранах. Вы можете в этом разобраться, посмотрев ролики, например, на канале Droider. Вот так выглядит экран на Xperia XZ Premium при понижении яркости. Никакого мерцания вплоть до 10%. И то оно очень высокочастотное. Настолько высокочастотное мерцание, что оно в принципе не влияет никак, никаких эффектов не вызывает. Ну что ж, друзья, настало время подводить итоги. Видео и так уже достаточно затянуто, но я все же скажу напоследок пару важных вещей. Я считаю, что Xperia 1 Mark III самый сбалансированный флагман 2021 года. Почему? Посудите сами. Недостатки можно найти в абсолютно любом флагмане. Они есть везде. Но в данном случае они компенсированы огромным списком уникальных фишек, которых напрочь нет у других флагманов. Даже близко. Например, по детализации фото Sony уступает Huawei Mate 40 Pro. Но детализация это только один параметр. Как насчет всего остального? Цвет. В Sony он отличный. Как насчет серийки и автофокуса? Может ли Huawei Mate 40 Pro поливать серийкой с автофокусом по глазам на всех трех модулях? Я думаю, ответ вы знаете. Вышел недавно Nikon Z7 Mark II. Скорость серийки 10 кадров в секунду. Sony может 20 кадров в секунду. Это очень здорово. Также, внимание, наконец работает Google Camera Mod. Вы сможете самостоятельно раскрыть потенциал камер, если знаете, как настраивать Google камеру. Также второстепенные модули камер, то есть ширик и телевик, доступны в сторонних приложениях. Если вы установите Mac Pro 24 FPS, вы не будете разочарованы. Только баланс белого не будет работать в ручном режиме. Запустите Mac Pro 24 FPS на других флагманах. Huawei, OnePlus, Samsung. Вы удивитесь и можете даже разочароваться. Значит, по автономности. Что по автономности? При 60 Гц экрана вы спокойно сможете вытянуть 6, 7, 8, даже 9 часов экрана в некоторых случаях, если будете смотреть YouTube дома по Wi-Fi. В 120 Гц вас ожидают вполне нормальные 5 часов экрана, которых должно хватать на день. В принципе, у меня все. Телефоном я очень доволен. Если у вас еще есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Ссылку, чтобы скачать Google Camera Mod, который, кстати, работает также на первом и на втором поколении Xperia 1 и 5, я оставлю также в описании к этому ролику. Всем спасибо за просмотр, до скорых встреч. С вами был Марк и Mark III. До свидания.